Всем доброго дня, меня зовут Ирина, и я приветствую всех, кто смотрит мой канал. Сегодня хочу предложить вам связать платье крючком, которое будет идеальным вариантом как вечернее платье, коктейльное, маленькое праздничное платье. А если связать его в светлых тонах, то оно останется с вами и весной, и летом. Платье вяжется достаточно быстро, и я даю максимально подробные рекомендации для того, чтобы у вас получился отличный результат. Подписывайтесь все те, кто впервые на моем канале, я думаю, вам будет очень интересно. Ставьте лайк, мне будет очень приятно, и давайте приступать к вязанию. И сейчас я вам расскажу, какие мерки нам необходимо снять для того, чтобы связать вот такое платье. Как вы видите, платье у нас связано из двух одинаковых планок. Мы сначала связали одну планку, вторую, и потом соединили их вместе и начали вязать низ платья. И самая главная мерка, которую нам нужно снять правильно, это длина планки. Длина вот этой планки, она у нас вот идет, вот видите как, через грудь на спину. Мы берем метровую ленту и начинаем измерять через плечо. У нас должно заканчиваться на уровне под грудью, вот где косточка от бюстгальтера у нас идет, через плечо. И вот видите, где у меня заканчивается эта планка, вот точно так же горизонтально на одинаковой высоте от уровня под грудью и до спины. Вот таким образом мы измеряем и записываем полученные у нас сантиметры. Это самая главная мерка, которую нам нужно снять, чтобы связать платье. Далее мы измеряем обхват груди по самым выступающим точкам. Обхват под грудью измеряем. Далее мы измеряем обхват талии, потому что вот эта у нас планка, провязка, она у нас идет под грудью. Далее обхват талии. Далее, у кого выступающий животик, обхват живота, опять же по самым выступающим точкам, и обхват бедер. Поэтому давайте сделаем эти необходимые измерения, запишем их и будем приступать к вязанию. И сейчас давайте разберемся, что же нам необходимо для вязания. Для вязания нам потребуется пряжа Коко. Сейчас вы на своих экранах видите, сколько пряжи необходимо на каждый размер, но учитывайте, что это приблизительный расход пряжи, так как у нас у каждого свои особенности фигуры, и каждый будет выбирать свою длину. Мое платье связано на размеры. Мой рост 162 сантиметра и объемы мои 88, 68, 88. И на мой рост у меня ушло 8 мотков пряжи Коко. Расцветка моей пряжи 43,07. Мерсеризированный хлопок 50 грамм 240 метров. Нам понадобится 2 крючка. Первый крючок 2,5, мы этим крючком будем набирать начальные цепочки. И далее все платье я вязала крючком 2,25. Для тех, у кого нету такого шага крючка, можно в принципе вязать крючком номер 2, так как производитель пряжи, он рекомендует крючок номер 2. Но я всегда пряжу Коко вяжу крючком 2,25. Также нам потребуются ножницы, потребуется метровая лента, нам потребуется также калькулятор, чтобы делать необходимые расчеты. Так как платье у нас приталенное, оно по фигуре, поэтому нам придется немножко потрудиться и посчитать для того, чтобы платье на нас село идеально. И отдельно хочу сказать относительно подклада для платья. Вы сейчас увидите подсказку на своем экране. Это видео, в котором я специально сняла его для вас, чтобы вы посмотрели, какие комбинации подойдут именно под вязаное платье. Это очень универсальный вариант. Комбинации можно купить в любом магазине женского белья. Поэтому переходите по ссылочке. Ссылочка также будет в описании. Смотрите видео, и я там рассказываю, в каких магазинах я это приобретаю. Поэтому переходите, смотрите. Ну а мы с вами давайте приступать к вязанию.
После того, как мы сняли все мерки, я у себя записала, первая мерка, это длина планки у меня 69 сантиметров, обхват груди, обхват под грудью, обхват талии и обхват бедер. Мы с вами будем приступать к вязанию. Нам понадобится 2 крючка, в моем случае это крючок 2,5, мы им будем набирать начальную цепочку воздушных петель. И меньшим крючком, в моем случае это крючок 2,25, я буду вязать основное полотно платья. Если у вас нету крючка с таким шагом, то можно использовать крючок номер 2. Итак, нам нужно будет связать 2 планки. Для этого вот мы снимали вот эту мерку. Первая мерка, это длина планки 69 сантиметров. И эта планка у нас будет выглядеть вот так. Она будет складываться вдвойне. И мы ее будем одевать на плечо. И она у нас вот спереди и сзади по груди это будет ложиться на плечо. Нам нужно связать 2 одинаковых планки. Набирать мы будем начальную цепочку петель методом 5 длин. И вот как вы видите, я использовала вязание, у меня пряжа Коко, это у меня номер 4307. Это 100% мерсеризированный хлопок, 50 грамм, 240 метров. Рекомендованный крючок здесь 2, но я буду вязать, мне удобнее эту пряжу вязать крючком 2,25. И так как я это платье предусматриваю как вечернее платье, вечернее маленькое платье, то я думаю, вот если я приближу, вам будет заметно. Здесь вот такой у меня, вот именно вот в этой части планки, такой умеренный блеск. Я добавляла ниточку люрекса сюда, вот постаралась подобрать в цвет. Вот такой люрекс у меня. Ниточка здесь очень-очень тоненькая. Вот видите, совсем тоненькая ниточка. Вот, но это на ваше желание. Если вы хотите, можно все платье с люрексом связать. Если не хотите, можно связать его просто однотонным, без добавления какого-либо люрекса. Итак, давайте мы с вами будем приступать. Что такое метод 5 длин? Более подробно посмотреть об этом методе я оставлю ссылочку в описании на метод набора петель 5 длин. Очень универсальный, я его всегда рекомендую использовать. Но те, кто со мной вязал платье Белладонна, я думаю, уже знают, что такое метод набора крючком 5 длин. Итак, мы берем пряжу и берем первую мерку. Первая мерка, это наша длина планки 69 сантиметров. Мы берем метровую ленту и откладываем на метровой ленте 69 сантиметров. То есть мы вытягиваем метровую ленту, берем нашу ниточку и откладываем на нашей ленте свои сантиметры. В моем случае это 69 сантиметров. У вас свои сантиметры. К сожалению, у меня все сантиметры в камеру не входят, но я буду вот вам показывать. Я думаю, вы поймете. Вот я откладываю один раз. Вот у меня получилось один раз. Вот здесь у меня заканчивается 69 сантиметров. Дальше я беру и складываю вот эту отложенную длину второй раз. Вот у меня получилось 2 ниточки. Теперь я откладываю третий раз. Вот у меня уже 3 длины по моей 69 сантиметров. Далее я складываю ниточку четвертый раз. У меня, как вы видите, вот 4 нитки. Четвертый раз и последний 5-й раз. Вот, у нас получилось 5 длин необходимых вам сантиметров. У меня это 69 сантиметров, у вас свои сантиметры, отложенные 5 раз. Мы берем крючок 2,5 и начинаем набирать воздушные петли от мотка. То есть вот где у нас ниточка к мотку идет, мы отсюда начинаем набирать воздушные петли. То есть сразу начинаем обычным способом, каким вам удобнее, набирать воздушные петельки. Здесь мы петли не считаем,
Просто набираем, пока у нас не закончится ниточка. И вот я провязала до конца свою нить. Вот у меня закончилась последняя петелька. И теперь мы переходим на крючок 2,25. У кого нету крючка 2,25, можете переходить на крючок номер 2. Итак, мы эту цепочку воздушных петель на себя никак не примеряем, а продолжаем вязать дальше. И теперь мы возвращаемся вот где у нас продолжается нить, которая идет к мотку. Находим первую петельку самую. Вводим в нее крючок, подхватываем рабочую нить и провязываем 2 петельки на подъем. Провязали 2 петельки на подъем и начинаем провязывать по цепочке столбики без накида. И вот я довязала до конца цепочку воздушных петель. Вот такая у меня цепочка получилась. На маркер не обращайте внимания, я чуть позже вам расскажу, для чего он у меня. И теперь, когда вы провязали первый ряд столбиками без накида, примерьте эту цепочку на себя и измерьте в сантиметрах, сколько она у вас получилась. Возможно, она у вас получилась несколько длиннее, чем вы изначально измеряли. Чем удобен этот способ набора петель 5 длин, что очень легко можно взять и распустить необходимое количество петель и довести именно до точного результата, который вам необходим. И так как я уже связала первую планку, я знаю четкое количество петель, которое мне потребовалось для набора, и которая у меня получилась в моих 69 сантиметров, поэтому я этот маркер здесь прикрепила и хотела вам показать, что если у вас получилось, что вы провязали цепочку и она у вас получилась длинной, обязательно здесь примерьте на себя четко до уровня под грудью, через плечо, по спинке, и чтобы это было горизонтально уровню от под грудью и по спине, чтобы у вас не была цепочка длиннее или короче необходимых заявленных сантиметров, и чтобы вам потом не пришлось перевязывать. Итак, когда вы для себя примерили, определили, что у вас какие-то лишние сантиметры, то эти петельки очень легко распустить, а вот эту цепочку воздушных петель потом, когда у нас планка уже будет готова и мы будем соединять все вместе, мы это легко распустим. Поэтому мы распускаем лишние петельки. Что нам дальше нужно сделать? Посчитайте количество петель, сколько у вас получилось петель вот по первому ряду столбиков без накидов. Посчитайте, сколько столбиков без накида у вас получилось, и запишите на листочек. Для чего нам это нужно? Так как далее мы будем переходить на вязание вот такого узора. Это у нас будет узор первый. И здесь у нас раппорт будет кратен 8. Нам нужно посчитать количество петель на начальной цепочке и подвести эти петли под кратность равную 8. То есть если вы добавите где-то 2-3 петельки, это существенно не увеличит вашу длину, но под кратность нужную вы попадете. И обязательно, когда вы посчитаете петли, подведете их под кратность равную 8, обязательно запишите на свой листочек, что у нас длина планки, допустим, в вашем случае свои сантиметры, и запишите количество петель, сколько петель у вас здесь получилось столбиков, чтобы когда вы начнете провязывать вторую планку, вы уже знали, что у вас здесь определенное количество петель, чтобы у нас две планки получились одинаковые. Далее, когда петли у нас подведены под кратность узора равного 8, далее мы провязываем еще 3 ряда столбиками без накида. Всего у нас тут должно получиться на этой планке 4 ряда столбиков без накида. Поэтому я уже подвела, у меня получилось 152 воздушные петельки, они как раз кратны 8.
Теперь я далее начну провязывать следующий ряд также столбиками без накида. Я провяжу одну воздушную петельку на подъем, разверну вязание и в обратном направлении начну провязывать столбики без накида. Вот эту цепочку мы в самом конце потом с вами распустим, когда будем соединять все детали. И вот таким образом, когда у меня подведены петли, когда у меня все посчитано, все записано, я провязываю еще 3 ряда поворотными рядами столбиками без накида. Всего у нас должно получиться 4 ряда столбиков без накида. И для себя сразу записывайте, когда вот у нас записаны все измерения, все мерочки у нас записаны, я для себя вот так пишу: планка. И пишу: у меня 152 воздушных петли. Если я 152 воздушные петельки разделю на кратность, равную 8, разделю на 8, у меня получается 19 раппортов. И далее я для себя записываю, что мы вяжем 4 ряда столбики без накида. Сейчас провязываем 4 ряда столбиками без накида. И далее я к вам вернусь. Дальше будем провязывать нашу планку. И вот я провязала 4 ряда столбиков без накида. Еще раз примерила на себя. Все мне подходит хорошо. И дальше мы вяжем ряд. Провязываем 3 воздушные петли на подъем, 1 петлю на ряд, всего 4 воздушные петли. Разворачиваем вязание, делаем накид на крючок, пропускаем 1 воздушную петельку и в следующую провязываем столбик с 1 накидом. То есть у нас сейчас будет вот этот ряд: столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. 1 петлю основания пропускаем. Провязали, опять провязываем воздушную петлю. Она будет приходиться на петлю предыдущего ряда, накид на крючок, пропускаем эту петлю, на которую мы провязали воздушную петельку, и через 1 петлю в следующую провязываем столбик с 1 накидом. И вот так мы провязываем до конца ряда. Воздушная петля, пропускаем петлю основания, в следующую провязываем столбик с 1 накидом. Пропускаем 1 петлю, в следующую провязываем воздушная петелька, пропускаем петлю, в следующую петельку вяжем столбик с 1 накидом. Пропускаем петельку, в следующую вяжем столбик с 1 накидом. Вот так у нас этот ряд должен быть провязан. И я для себя записываю 5-й ряд. И просто схематично себе вот так вот рисую, что 5-й ряд у нас вяжется вот по такой схеме. 5-й ряд мы провязываем до конца. Дальше мы вяжем 6-й, 7-й и 8-й ряд. Мы будем провязывать также столбиками без накида. И вот я подхожу к концу ряда, провязываю воздушная петля и в последнюю петельку провязываю столбик с 1 накидом. И следующие ряды у нас, как мы записали, ряд 6, 7 и 8 мы вяжем столбики без накида. Сразу я провязываю 1 воздушную петлю на подъем, разворачиваю вязание. В столбик с 1 накидом предыдущего ряда я провязываю столбик без накида, в воздушную петельку столбик без накида, и в каждую петельку ряда провязываю столбик без накида.
Вот так вот у нас должно получаться. В каждую петлю ряда мы провязываем столбик без накида. Это мы провязываем сейчас 6-й ряд, 7-й и 8-й ряд. Точно так же мы провязываем столбиками без накида. Провязываем эти 3 ряда и далее будем переходить уже на первый узор, вот на этот, под которым мы подводили кратность раппорта равную 8. И вот так у нас получилось. Мы провязали с вами 8 рядов. Далее мы приступим с вами вот к этому узору. И здесь у нас, напомню, раппорт 8 петель, а раппортный ряд 2 ряда. То есть первый ряд это вот этот ряд, ряд ракушек. Второй ряд у нас здесь столбики и воздушные петли. Получается раппортный ряд 2 ряда. И мы будем провязывать, вот как вы видите, на провязанном мной образце 1, 2, 3, 3 раппортных ряда. То есть вот точно так же, как здесь у нас на схеме обозначено, вот мы провяжем эти 3 раппортных ряда. Далее мы для себя запишем, после этих рядов мы будем вязать узор первый, это у нас он называется узор первый, и мы провязываем 3 раппортных ряда. Я для себя записываю, что сюда я добавляю плюс люрекс у меня. Плюс люрекс. И вот я беру ниточку люрекса. Очень тоненькая ниточка, практически ее не видно. Я беру ниточку люрекса и подсоединяю ее к своей рабочей нити. Начинать мы будем с одной воздушной петли и столбика без накида. Мы провязываем одну воздушную петельку, я вместе с люрексом провязываю. Вы на свое усмотрение можете ввязывать люрекс, может нет. Я провязала одну воздушную петельку, разворачиваю вязание и в эту же петлю провязываю столбик без накида. Далее мы пропускаем 1, 2, 3 и в 4-ю петлю ряда провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков с одним накидом и между ними воздушная петля. Делаем накид на крючок, пропускаем 1-ю, 2-ю, 3-ю, в 4-ю петельку провязываем столбик с одним накидом. Мы провязали первый столбик, воздушная петля, накид на крючок, сюда же вяжем второй столбик, воздушная петля, накид на крючок, опять сюда же провязываем третий столбик, воздушная петля, накид на крючок, сюда следующий столбик, воздушная петля, накид на крючок, еще один столбик, воздушная петля. Вот я провязала 1, 2, 3, 4, 5, еще 2 столбика я сюда провяжу. 6-й, воздушная петля, и сюда же я вяжу 7-й столбик. Вот так получилось у нас. И теперь мы пропускаем 1, 2, 3 петельки, пропускаем, в 4-ю провязываем столбик без накида. Считаем 1, 2, 3, в 4-ю петельку провязываем столбик без накида. Опять делаем накид на крючок, пропускаем 1-я, 2-я, 3-я петля, в 4-ю петлю провязываем столбик с одним накидом. 1-й, воздушная петля, сюда же 2-й столбик, воздушная петля, 3-й, воздушная петелька, сюда же 4-й столбик, воздушная петля, 5-й, воздушная петля, 6-й столбик, воздушная петля и 7-й. Провязали, считаем 1, 2, 3 петли пропустили, 1, 2, 3, в 4-ю провязываем столбик без накида. И вот такие ракушки мы провязываем до конца ряда.
И вот я последний столбик провязываю. И вот у нас по схеме мы соединяем в последнюю петельку столбиком без накида. Я нахожу последнюю петлю и в последнюю петельку провязываю столбик без накида. Все, провязала. Вот так у нас получается. Далее мы начинаем следующий ряд с 3 воздушных петелек подъема. Провязываем 3 воздушные петельки на подъем и разворачиваем вязание. И вот посмотрите, сейчас мы будем вязать по схеме. Мы пропускаем первые 2 столбика и в воздушную петельку провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька, в следующую арочку столбик без накида. 3 воздушные петельки, сюда в следующую арку провязываем столбик без накида, воздушная петля и в следующую столбик с накидом. Воздушная петля между раппортами и повторяем. То есть мы провязали 3 воздушные петельки на подъем на начало ряда, делаем накид на крючок и вот смотрим, первый столбик у нас, второй столбик. Вот он, первый столбик, второй. После второго в арку между вторым и третьим провязываем столбик с одним накидом. Далее воздушная петля. Вот мы провязали вот этот столбик. Воздушная петля. В следующую арку вяжем столбик без накида. Вот. Между третьим и четвертым провязываем столбик без накида. Далее 3 воздушные петли. 3 воздушные петли вот мы провязали. И в следующую арку опять вяжем столбик без накида. Воздушная петля и в следующую арочку провязываем столбик с одним накидом. Вот так у нас получается. Теперь провязываем воздушную петельку и переходим к следующей ракушке. Опять делаем накид на крючок, смотрим, вот у нас первый столбик, первый, второй, и вот в эту арочку после второго столбика мы провязываем столбик с одним накидом. Воздушная петля. Далее в следующую арку вот сюда провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. В следующую арку в эту провязываем столбик без накида. Воздушная петля. И в следующую вот в эту арку столбик с одним накидом. Воздушная петля. И то же самое повторяем опять в следующей ракушке. Смотрим первый столбик, второй. После второго столбика начинаем провязывать столбики. Первый у нас с одним накидом, воздушная петля. Следующий без накида. 3 воздушные петли. Далее опять без накида, воздушная петля и столбик с накидом. Воздушная петля и повторяем. Вот так у нас получается, и мы провязываем до конца ряда. И я провязываю последний столбик. И заканчивать ряд мы будем столбиком с одним накидом в столбик без накида предыдущего ряда. Поэтому делаем накид на крючок, находим вот эту петельку и в эту петельку в начальную провязываем столбик с одним накидом. Все, вот у нас вот таким образом получилось. Провязали. И далее начинаем следующий раппортный ряд. Вот мы провязали вот один раппортный ряд. Следующий ряд у нас также начинается с одной воздушной петли и столбика без накида в столбик с накидом предыдущего ряда. Мы провязываем 1 воздушная петелька, разворачиваем вязание и сюда же провязываем столбик без накида. Далее мы вяжем точно так же 7 столбиков с одним накидом, между ними воздушная петля в арку из 3 воздушных петель предыдущего ряда.
делаем накид на крючок. Вот она арочка из 3 воздушных петель, которую мы вязали. И в эту арку мы провязываем 7 столбиков с одним накидом, между ними по одной воздушной петле. Мы уже знаем, как это вязать, мы вязали. Провязали 7 столбиков, и вот в воздушную петельку, которую мы провязывали между раппортами, провязываем столбик с одним накидом. Вот мы провязывали, воздушная петля у нас была между раппортами, и мы делаем накид на крючок и сюда провязываем столбик с одним накидом, прям вот так вот в эту петельку. Опять делаем накид на крючок, находим 3 воздушные петельки и сюда провязываем 7 столбиков, между ними воздушная петля. Провязали 7 столбиков, накид на крючок, и между раппортами вот сюда провязываем столбик с одним накидом. Вот так мы повторяем ряд этот. Я провязала последнюю ракушку, и мы закрываем ряд столбиком без накида в 3 воздушную петельку подъема. Вот находим 3 воздушную петлю и в эту петельку провязываем столбик без накида. Все, ряд закрыли. Следующий ряд мы начинаем с 3 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, и опять вяжем так, как мы уже вязали. Делаем накид на крючок, первый столбик, второй. После второго столбика провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля. В следующую арку вяжем столбик без накида, 3 воздушные петли. В следующую арку провязываем столбик без накида, воздушная петля, накид на крючок, столбик с накидом в следующую арку, воздушная петля. И повторяем все то же самое. Мы провязываем этот ряд до конца и переходим на следующий ряд. Следующий раппортный ряд опять мы повторяем и провязываем точно так же, как вот мы вязали первый, и вот этот ряд вяжем. Поэтому давайте довяжем. У нас должно получиться, вот как вы видите, 1, 2, 3, 3 раппортных ряда. И последний столбик с одним накидом. Я провязала вот этот вот ряд. Начинали мы с 3 воздушных петель подъема, заканчиваем столбиком с одним накидом в столбик без накида предыдущего ряда. Делаем накид на крючок, находим вот этот столбик, где мы провязывали воздушную петельку, и сюда провязываем столбик с одним накидом. Провязали, и далее мы опять начинаем провязывать вот такие ракушки из 7 столбиков, между ними воздушные петли. Как всегда, начинаем с одной воздушной петли, разворачиваем, провязываем столбик без накида и вяжем то же самое, что мы уже вязали. И вот так у нас получилось. Мы провязали 3 раппортных ряда, то есть вот по схеме. И далее следующий ряд, как вы видите, мы провязываем столбиками без накида. И провязываем одну воздушную петлю на подъем. Разворачиваем вязание. И вот в начале ряда мы делаем накид на крючок. Вводим крючок в эту же петельку и провязываем полустолбик. Вот далее не провязываем столбик с накидом, а сразу провязываем как полустолбик. Вот мы провязывали столбик с одним накидом, в него мы провязываем столбик, воздушную петлю тоже столбик, столбик без накида тоже вяжем. То есть в каждой петельке мы провязываем столбики без накида. Всего вот на эту ракушку у нас должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мы вязали вот он столбик
с одним накидом. В этот столбик мы провязываем столбик без накида. В воздушную петельку вяжем столбик. В столбик без накида провязываем столбик. Здесь мы вязали 3 воздушные петли. Столбик. Далее столбик без накида предыдущего ряда, сюда тоже один столбик вяжем. Воздушную петлю столбик. И столбик с одним накидом тоже вяжем столбик. Далее у нас здесь была воздушная петля. Сюда в эту воздушную петлю мы делаем накид на крючок и провязываем вот такой вот полустолбик. Вот так вот. И далее опять вяжем столбик без накида, вот в этот столбик провязываем. В воздушную петлю провязываем столбик без накида. Вот в этот столбик вяжем. В арку из 3 воздушных петель. В этот столбик. В воздушную петельку и в столбик с одним накидом. Делаем накид на крючок и сюда в арочку провязываем вот такой вот столбик. Вот так мы провязываем до конца ряда. Когда мы провяжем до конца ряда, далее мы будем переходить на другой узор. И у нас будет вот такой вот такая схема узора. Дальше, где раппорт у нас будет кратен 12 воздушным петлям. И нам нужно подвести петли под кратность, равную 12. То есть мы смотрим, что мы записывали. У нас определенное количество петель, по которым мы вязали вот эти все ряды. Далее мы будем переходить на узор номер 2. И под этот узор мы должны подвести петли. Следующие 4 ряда я пишу столбики без накида. И получается, из этих 4 рядов 2-3 ряд подводим под кратность. Под кратность, равную 12 воздушным петлям. То есть вот мы сейчас провязываем первый ряд, вот который я вам показала, вот этот. Мы сейчас этот ряд провязываем. Провязываем и считаем. У нас должно быть ровно столько петель, сколько изначально мы записывали. Мы либо во втором, либо в третьем ряде подводим под кратность 12 воздушных петель. И я сейчас провяжу этот ряд до конца, и прибавку я буду делать в третьем ряду. И я покажу вам, как мы будем добавлять петли. Для того, чтобы рассчитать, сколько нам нужно добавить петель, мы считаем. Вот, допустим, мы записывали петли, у меня 152 петли. Вот я 152, у нас был раппорт 8 петель. Я разделила на 8, у меня получалось 19 раппортов. Теперь возьмите вот эти свои петли, которые у вас здесь написаны изначально. Возьмите свои петли. Вот я, допустим, 152 петли. Сейчас у нас раппорт должен быть 12 петель. Если я 152 свои петли разделю на 12, у меня получается неровное количество петель, то есть в большую сторону. Я округляю в большую сторону. 13 умножаю на 12, у меня получается 156 петель. Я себе пишу 156 воздушных петель должно быть, то есть у меня разница плюс 4 воздушные петли. Вы должны точно так же посчитать, сколько вам петель необходимо добавить, и добавить эти петли во втором либо в третьем ряде, провязывая в одну петлю по 2 петли одновременно. И вот я провязала 2 ряда столбиками без накида, и сейчас я буду добавлять, мне нужно добавить 4 петли. Я провязываю одну воздушную петельку на подъем, разворачиваю вязание и в обратном направлении начинаю вязать столбики без накида. Одну петлю я добавляю сразу в начале, во вторую петлю. Вот. То есть я в одну петельку провязала 2 петли. Вот еще смотрите, вот я провязала сюда один столбик. Вот я столбик провязала. И в эту же петельку я провязываю еще один столбик. Вот так я добавила одну петельку. Потом вы дальше провязываете
нужно добавить еще одну петлю. Опять точно так же вводите крючок, провязываете столбик и в эту же петельку добавляете еще одну петлю. Но делайте это равномерно, чтобы у вас не было, что вы сразу прибавили 4 петли подряд. Я провязала 2 ряда, сейчас я в третьем ряду добавлю петли и четвертый ряд провяжу без прибавок, и далее мы будем переходить уже на вот эту схему узора. Ну вот, я провязала 4 ряда столбиками без накида, и далее мы вяжем узор второй. Петли мы подвели под кратность узора, и как вы видите, если мы посмотрим на этот узор, то первый ряд мы провяжем арочками из воздушных петель, второй ряд у нас ракушки, третий ряд у нас тоже ракушки с пико. Но я пико по всему узору не вязала. Я сейчас покажу вам. Вот у меня связана одна планка и третий ряд. Здесь столбики с накидом с пико. У меня же просто столбики с накидом, между каждым столбиком воздушная петля. С пико я обвязала только самый последний ряд. Сколько рядов провязать, зависит от ваших измерений. Так как у нас планка, она у нас вот одна часть ложится у нас на грудь, вторая часть у нас ложится на спину, то есть получается у нас ширина одной планки это 1/4 обхвата груди. Если у меня обхват груди 88 сантиметров, у меня планка это должна быть 22 сантиметра. И в моем случае вот они 22 сантиметра эти есть. В процессе вязания делайте измерения, чтобы не перевязать лишнего. Вот наш второй узор. И мы начинаем его вязать с арки из воздушных петель. Вот здесь написано, что у нас арка будет составлять из 5 воздушных петель. Каждая арочка у нас 5 воздушных петель. Мы закончили ряд, провязали последний столбик и начинаем провязывать 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Мы пропускаем 1, 2, 3, в четвертую провязываем столбик без накида. Опять провязали 5 воздушных петель, пропускаем 1, 2, 3 петельку и вяжем столбик без накида. Провязали 5 воздушных петель, пропускаем 1, 2, 3. 3 петельки, в четвертую вот сюда провязываем столбик без накида. Опять вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 1, 2, 3 петли. 1, 2, 3. И в четвертую петельку провязываем столбик без накида. Опять 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 1, 2, 3 петли. В четвертую провязываем столбик без накида. И так провязываем до конца ряда. Когда вы провязали все цепочки до конца ряда, следующий ряд мы начинаем вязать с воздушных петель. Мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель на подъем на начало ряда. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, разворачиваем вязание и провязываем столбик без накида вот в эту арочку. Вот так. Далее вот я подписала 8. В эту арочку мы провязываем 8 столбиков с одним накидом. Далее провязываем, когда провязали 8 столбиков с одним накидом в арку, далее столбик без накида в следующую арку, опять 5 воздушных петель, столбик без накида в арку, опять 8 столбиков с одним накидом в арку. То есть у нас повторяется: провязали столбик без накида, делаем накид на крючок и в следующую арку провязываем 8 столбиков с одним накидом. Первый столбик, сюда же второй, третий, четвертый, пятый и еще 3.
Вот я провязала 8 столбиков и провязываю столбик без накида в следующую арку. Вот так. Вот мы провязали 8 столбиков, столбик без накида. Опять провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и столбик без накида в следующую арку. Провязали. Опять, вот мы вот эту часть провязали, опять 8 столбиков в следующую арку вяжем. Провязали 8 столбиков и в следующую арку провязываем столбик без накида. Провязали 5 воздушных петель. Провязали и столбик без накида в следующую арку. Провязали арку из 5 воздушных петель и в следующую арку предыдущего ряда провязываем опять 8 столбиков с одним накидом. Вот так у нас должно получаться. Провязали и столбик без накида в следующую арку. И вот таким образом мы провязываем ряд до конца. Вот я провязала последние 8 столбиков. И мы смотрим, когда мы провязали последние 8 столбиков, провязываем в последнюю арку столбик без накида, 2 воздушные петли и столбик с одним накидом в столбик без накида предыдущего ряда. Вот я провязала 8 столбиков, провязываю сюда столбик без накида, 2 воздушные петли, делаю накид на крючок, и вот у нас мы провязывали воздушную петлю на подъем и столбик без накида. Вот сюда провязываем столбик с одним накидом. Вот так. Провязали. Дальше опять провязываем воздушная петля и столбик без накида в столбик с одним накидом предыдущего ряда. Воздушная петелька. Разворачиваем вязание и сюда же провязываем столбик без накида. Провязали. Столбики с одним накидом, в столбике с одним накидом предыдущего ряда, между ними я провязываю по воздушной петельке. Вот так. Столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. Если вы хотите, вы можете, как по схеме, провязывать пико между каждым столбиком. Я делаю накид на крючок, и в первый столбик я провязываю столбик с одним накидом, воздушная петля. Накид на крючок, в следующий столбик, столбик с одним накидом, воздушная петля. И так провязываю. У меня должно получиться 8 столбиков, и между ними воздушные петли. И последний. И вот у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали 8 столбиков. В арочку из 5 воздушных петель провязываем столбик без накида. Вот она наша арочка. Сюда провязываем столбик без накида. Провязали и опять повторяем все то же самое. Столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. Так мы провязываем до конца ряда. И вот я подхожу к последнему раппорту и хочу вам сразу показать, как провязывать, если вы будете вязать вот с этими пико. Итак, как мы вяжем? Мы начинаем вязать точно так же, провязываем столбик с одним накидом, в столбик с одним накидом предыдущего ряда провязали. Дальше вяжем 3 воздушные петли, отсюда же провязываем 1, 2, 3, провязали 3 воздушные петли, вводим крючок вот в начальной петельке, чтобы они не выскользнули, и протягиваем крючок через все петли с рабочей нитью.
провязали, делаем накид на крючок. Вот у нас такой пико получается. Делаем накид на крючок, вводим в следующий столбик, провязываем столбик с одним накидом. И отсюда опять провязываем 3 воздушные петли. Провязали, вводим в начальную петельку и протягиваем крючок с рабочей нитью. Провязали. Опять накид на крючок, в следующую петлю провязываем столбик. Опять провязываем 3 воздушные петли, вводим в начальные петли крючок, подхватываем рабочую нить, придерживаем пальчиком петельки и протягиваем ниточку. И вот так вот провязываем. Вот так у нас будет получаться, если мы будем провязывать с пико. Вот так мы ряд этот провязали. Но так как у меня этот ряд без пико, то я сейчас его довяжу, и мы с вами перейдем на следующий ряд. Я провязываю, как по схеме у нас положено. Восьмой столбик провязала. Вот мы с вами провязали вот этот ряд. И столбик без накида провязываем в третью воздушную петельку из 5 воздушных петель, которые мы вязали в начале ряда. Находим третью петлю и в третью петлю вводим крючок, провязываем столбик без накида. Провязали. Все, далее мы должны опять провязывать вот эти вот арки из 5 воздушных петель. Вот, у нас пойдут вот эти вот арки. Мы начинаем ряд с 8 воздушных петель подъема и столбик без накида провязываем, третий столбик провязываем столбик без накида. Далее у нас все пойдут цепочки из 5 воздушных петель, но столбики без накида мы будем провязывать в каждый третий столбик. Итак, провязываем в начале 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель. Считаем столбики 1, 2, 3. В третий столбик провязываем столбик без накида. Далее вяжем все арочки из 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Отсюда считаем 1, 2, 3. Сюда провязываем столбик без накида. Провязали. Опять провязываем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Провязали. И тут вот между вот этими раппортами мы провязываем столбик с одним накидом. Провязали. И вот сюда, между раппортами, вот сюда мы провязываем столбик с одним накидом. Вот сюда. Опять 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Считаем третий столбик. 1, 2, 3. В третий провязываем столбик без накида. Опять 1, 2, 3, 4, 5 столбик, 5 воздушных петель. 1, 2, 3. В третий столбик столбик без накида. Опять 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, накид на крючок, и вот сюда провязываем столбик с одним накидом. Вот так мы провязываем до конца ряда. Когда мы провяжем до конца ряда, также завершаем ряд столбиком с одним накидом. И начинаем ряд уже так же, как мы до этого начинали. Также с 5 воздушных петель и начинаем вязать. Вот как мы первый ряд вязали, также тут вяжем. То есть мы в каждую срединную арочку провязываем по 8 столбиков с одним накидом. То есть дальше мы уже знаем, как вязать. Я ссылочки оставлю. Вязание первый ряд, второй узор, вязание второй ряд, второй узор. Чтобы вам было понятно, если кто не понял, вы можете перейти по ссылочке и дальше продолжить вязать. Поэтому теперь смотрим, определяемся, сколько нам рядов вязать. Как я уже сказала, мы вяжем и в сантиметрах измеряем. Поэтому мы сейчас с вами должны провязать необходимое количество вот этих раппортных рядов. У меня в моем случае 1, 2, 3, 4, 5 рядов. И когда у вас будет это все связано, ваши сантиметры,
необходимое количество раппортов, примерьте на себя. То есть у нас получится вот такие две планки, правая, левая. Вот так у нас будет выглядеть треугольный вырез. И здесь у нас вот это вот наш рукавчик. Вот, когда вы провяжете, примерьте на себя и маркерами определите глубину проймы с одной и с другой стороны. И далее я покажу, как мы будем обвязывать наш вот этот рукавчик, последний ряд. Как вы видите, там, где у меня крылышко, я обвязала с пико. Там, где у меня будет сшиваться вот этот боковой шов, то здесь нам это пико, оно совершенно не нужно. Здесь мы просто оставляем обычные столбики без накида. Вот так у нас должна выглядеть планка в готовом виде. Поэтому мы с вами провязываем одну планку, вторую, у меня уже одна готова, вам нужно связать эту планку, связать еще одну. Планки должны у нас быть одинаковые и по ширине, и по высоте, поэтому давайте провязываем и вернемся, я к вам вернусь, когда буду показывать, как мы будем провязывать последнюю обвязку ряда нашей планки. И когда мы провяжем одну планку, вот у нас примерно в таком формате должно получиться. Примерьте на себя. Вот это у нас передняя часть. И вот у нас сбоку вот так будет получаться. Здесь у нас рукавчик. Маркерами для себя определите, где у вас будет заканчиваться пройма рукава. Должно быть с одной и со второй стороны одинаково. Со стороны спины это тоже у нас вот так выглядит. И вторая планочка тоже у нас будет такая же. Она должна быть одинаковой и по ширине, и по высоте. Я делала обвязку. Вот здесь у меня обвязано с пико. Это то, что будет на рукавчик ложиться. А вот то, где у меня будет заканчиваться пройма, вот в моем случае это 3 раппорта. Я оставила, то есть 3 ракушки. Я пико не обвязывала, потому что мы будем соединять, вот у меня 2 маркера, мы будем соединять, и здесь нам эти пико совершенно не нужны. Когда мы соединим, у нас будет без пико бок, а рукавчик, на рукавчике у нас будет пико. Что еще хочу сказать, что не стоит слишком удлинять вот эту часть, слишком широкой делать эту планку. Условно у вас объем груди 100 сантиметров, и вы решили сделать посвободнее, на свободное облегание 120. Если вы сделаете слишком широкое, то когда вы соедините вот здесь вот в конце проймы, у вас будет слишком широкое, оно будет выглядеть не очень хорошо. У нас все-таки платье должно быть приталенное, поэтому провязываем 2 планочки, примеряем на себя, определяем высоту и глубину проймы и будем приступать с вами к обвязке последнего края нашего рукава. И когда мы с вами провяжем 2 планки, вот я вторую провязала, еще не обвязала и просто ее так прикинула, мы с вами будем соединять планки вот по нижней части. Вот тут вот мы будем их соединять по кругу. И далее будем переходить уже от середины, когда мы соединим, провяжем по кругу 2 планки, мы начнем вязать по кругу низ платья.